Политический шторм, сотни лидеров оппозиции на улицах, крики о фальсификациях, премьер-министр под прицелом, начало конца или большая игра за власть. Россия нанесла удар по американским солдатам. Какой будет реакция Вашингтона? Мир можно откладывать. Массовые протесты против решения президента. Люди готовы перекрывать улицы, чтобы не пустить диктатора в свой дом. Чем это кончится? На фронте враг рвется к крупнейшей агломерации. Силы обороны бьют тревогу. Дальше падение целого региона. Авиакатастрофа прямо на взлетной полосе, 2 самолета, пожар и пострадавшие. Обо всех деталях расскажем. Эти и другие самые важные события вечера вторника, 12 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ни сирены, ни шанса укрыться. Ракета прилетела прямо во время обеда. Удар, и столовая превращается в эпицентр хаоса. Что произошло под Крапивницким, Нью-Йорк Таймс описывает без украшений, и от этого еще страшнее. Российская ракета поразила тренировочный лагерь около Крапивницкого. По данным The New York Times, погибли как минимум 12 иностранных добровольцев ВСУ. Местные власти тогда подтвердили сам факт атаки, но о последствиях не сообщали. Американский доброволец из Флориды говорит о 15 погибших и более 100 раненых. Там находились новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. Взрыв повредил склад боеприпасов, началась вторичная детонация. Воздушной тревоги до удара не было, а в столовой не оказалось аптечек. Идет расследование, официальное число погибших пока не разглашается. Трамп обещает понемногу плохого для всех. Президент США раскритиковал аргументы Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках возможного мирного соглашения с Россией нужно вносить изменения в Конституцию Украины. На брифинге Трамп заявил, что хотя у него хорошие отношения с украинским лидером, но, цитирую, он не согласен с тем, что он сделал, потому что эта война не должна была начаться, конец цитаты. Меня немного удивил тот факт, что Зеленский сказал, что ему нужно будет конституционное согласование. То есть он получил согласие, чтобы начать войну и убийство, но нужно согласие для обмена территориями. Потому что будет некоторый обмен территориями, я знаю это от России, разговоров со всеми. Или это ошибка, ведь Трамп пообещал вернуть Украине территории на побережье океана и сказал, что в пятницу летит в Россию. Или это последствия его разговоров с умными людьми, одним из которых он, к примеру, считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его Трамп называет очень умным человеком, которого кто-то любит, а кто-то нет. Это была цитата. Трамп рассказал, что консультировался с Виктором Орбаном по поводу войны России против Украины и возможных итогов конфликта. По словам президента, он спросил венгерского лидера, может ли Украина победить Россию. Он посмотрел на меня так, будто говоря, какой глупый вопрос, и ответил: Россия огромная страна, и они побеждают в жизни, воюя. Они воюют, это то, чем они занимаются. Китай победит вас торговлей, Россия победит вас войной. Трамп отметил, что ожидает хорошей встречи с хозяином Кремля, но не исключает и негативного исхода. Каких намеков не хватает еще? Руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны заявляет, что у США есть колоссальная сила и рычаги давления, способные вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс относительно своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу. По словам эксперта, Вашингтон до сих пор не использовал весь арсенал возможностей, чтобы заставить Путина начать реальные мирные переговоры. Людей призывают выходить на улицы. Одни из самых массовых протестов запланированы на эту пятницу. Аляска готовится к взрывному дню. 14 августа в Анкоридже пройдут массовые протесты против встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. За день до запланированного саммита по урегулированию войны в Украине организация Stand Up Alaska призывает горожан заполнить улицы под лозунгом «Аляска с Украиной». Цель – ясно заявить: никакого авторитаризма, никаких военных преступлений.
С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собрались, чтобы послать четкий сигнал и Трампу, и Путину. Аляска решительно против авторитаризма. В Facebook организаторы напрямую обращаются к людям: приходите, чтобы показать, диктаторам здесь не место. Европа окончательно стала на сторону Украины почти вся. 26 стран ЕС громко заявили, Киев сам будет решать свое будущее. ЕС явно дал понять, мирные переговоры возможны только при тишине на фронте, хотя бы временной. Европа готова помогать Украине до конца. Деньгами, оружием, санкциями и дипломатией. И главное, никто не собирается снимать давление с Кремля. Санкции остаются, а в случае необходимости будут новые. Народ Украины должен иметь свободу принимать решения о своем будущем. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Имеющие значение переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или понижения интенсивности военных действий. Но на фоне этого единства выделился один политический бунтарь-завсегдатай – Виктор Орбан. Венгрия снова пошла против общего курса. Более того, там обвинили Брюссель в попытках срыва всей встречи на Аляске. Мы всегда призывали к прекращению огня, переговорам и сохранению дипломатических каналов, даже когда за это нас критиковали европейские и бывшие американские политики. К сожалению, провоенные политики ЕС используют каждый день, чтобы подорвать путь к миру. Венгрия хочет, чтобы саммит прошел успешно, окажет всю необходимую поддержку и сделает все, чтобы помешать попыткам его заблокировать или сорвать. Венгрия, по словам Орбана, не верит в подход Трампа. Он настаивает, дешевый российский газ спасает Европу, а военная помощь Киеву только затягивает войну. Вопрос теперь в другом. Что за кулисами готовят Трамп и Путин, и как на это отреагирует Европа, если справедливое соглашение окажется не таким уж и справедливым? Пишите свое мнение, свое видение в комментариях под этим видео. Взрыв, огонь и столб черного дыма над взлетной полосой. Авиакатастрофа прямо над землей. В аэропорту Калиспел-Сити в Монтане 2 самолета столкнулись, после чего один вспыхнул как факел. По данным местных властей, небольшой самолет, заходя на посадку, столкнулся с другим, стоявшим, фактически на парковке. У первой машины возникли технические неполадки, из-за которых пилот не смог избежать удара. Мгновенно раздался взрыв, столб черного дыма поднялся над полосой, а огонь перекинулся на прилегающий травяной участок. Пожарные и спасатели из нескольких городов прибыли за считанные минуты. На борту загоревшегося самолета находились 4, все выбрались сами, но 2 получили травмы. Вторая машина была пуста. Аэропорт временно закрыли, периметр оцепила полиция, расследованием уже занялось Федеральное управление гражданской авиации США. Прорыв линии фронта, но до полного провала в обороне еще далеко. Российские войска усилили давление на направлении Доброполья, стремясь прорваться к ключевой трассе Доброполье-Краматорск. Deep State сообщает, что противник, используя численное превосходство в пехоте, занял Кучеров Яр и Золотой Колодец, а затем продвинулся в Веселое, где за сутки зафиксировали около 20 российских военных. В районе Нововодиного и Петровки продолжаются попытки нащупать слабые места обороны, чтобы выйти к стратегической дороги. По словам аналитиков Deep State, ситуация выглядит хаотичной, враг просачивается небольшими группами в глубину. Контролируемая силами обороны территории закрепляется и накапливает силы, а часть командования на месте либо недооценивает угрозу, либо представляет ее как контролируемую. В украинских силах обороны неофициальные заявления звучат все резче. Покровский Мирноград почти в окружении, Константиновка в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорской и Дружковки. Там совсем плохо. Вблизи Золотого кольца, Шахового и соседних сел построены новые фортификационные линии, но военные предупреждают, что их можно обойти и использовать уже в интересах противника. Deep State не исключает, что при закреплении россиян в захваченных селах падение Доброполья может произойти быстрее, чем Покровска. Опасность усугубляется тем, что российская кишка на дороге Покровск-Константиновка уже вытянулась на север до Золотого колодца и Нововодиного. Эта трасса, закрытая еще в июне после массированного
массированных атак дронов была главной транспортной артерией. Теперь она создает угрозу окружения Доброполья и перекрытия оставшихся дорог. От ключевой трассы врага отделяют всего около десятка километров, зона полностью доступная для ударов FPV-дронами. В силах обороны подтверждают, что враг действует малыми группами, обходя первую линию, но подчеркивают, это не означает взятие территорий под контроль. Тем не менее, именно такие прорывы требуют отвлечения резервов. Генштаб ВСУ вечером 11 августа сообщил о выделении дополнительных сил для уничтожения диверсионных групп, которые проникают за линию обороны. Борьба с оппозицией. Улицы превратились в арену политического бунта, а полиция тащит за руки лидеров несогласных. В Нью-Дели вспыхнул редкий и громкий политический бунт. Десятки лидеров индийской оппозиции, включая Рахула Ганди, задержаны прямо на улицах столицы. Они скандировали лозунги, перелезали через баррикады и шли маршем к избирательной комиссии, требуя прекратить то, что называют масштабными фальсификациями на выборах. Правда лежит на поверхности перед всей страной. Эта борьба не является политической. Эта борьба ведется за Конституцию. Эта борьба ведется за спасение Конституции. Эта борьба ведется за право одного человека. Один голос. Мы хотим чистый, неподдельный список избирателей. Около 300 оппозиционных политиков во главе с Ганди стартовали у парламента, но были остановлены полицией еще на подходе к цели. Оппозиция не имеет чести в этой демократии. Это их хорошо продуманная стратегия, чтобы создать в стране анархию и нестабильность. Оппозиция обвиняет власти в манипуляциях. В ключевых штатах, где их партии проиграли, имена избирателей якобы массово удаляли или дублировали, чтобы подтасовать результаты в пользу правящей Бхаратия Джаната партии, премьер-министра Нарендры Моди. И хотя и сама BJP и избирательная комиссия отрицают обвинения, политические аналитики предупреждают, такие заявления могут серьезно ударить по репутации премьер-министра в один из самых сложных периодов за его 11 лет у власти. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.